Его Величество сможет лично увидеть 7, которых я поймал и взял на борт, чтобы они могли выучить наш язык и вернуться, писал Христофор Колумб королю Испании Фердинанду в 1492 году. В эпоху великих географических открытий испанцы привозили на родину не только серебро, какао, табачные листья и так далее, но и людей из прежде неизвестных земель. Всегда так поступали с завоеванными племенами, их привозили в качестве заложников, рабов, пажей, трофеев и так далее. Но это время высокого Ренессанса. Ренессанс разбудил в европейцах лютое естественно-научное любопытство. Поэтому этих людей рассматривали также как представителей экзотической фауны. Их стали изучать. И главное, что хотели выяснить, а люди ли это? Говорят, что человечество развивается в сторону смягчения нравов, и, возможно, это правда. Потому что вслед за Возрождением пришла эпоха Просвещения, и Жан-Жак Руссо рассказал всем, что человек от рождения имеет право на свободу, частную собственность, безопасность и сопротивление насилию. Это его мнение легло в основу Декларации прав человека, как все мы знаем, но от слова до дела было еще далеко. Но, тем не менее, постепенно европейцы признали, что так называемые дикари – это тоже люди, и жестокое обращение с ними неприемлемо. В европейской культуре появился типаж благородного дикаря, такого не испорченного цивилизацией, от природы нравственного, но в то же время поддающегося оккультуриванию. И этот типаж дошел до наших дней. Самый известный персонаж – это, наверное, Тарзан. Любопытно, что сам Жан-Жак Руссо считал идеальной книгой для чтения детям и женщинам, у него к женщинам такое было отношение, почти как к детям неразумным, «Приключения Робинзона Крузо». Это хрестоматийная книжка взаимоотношений белого человека с дикарем. Название этого романа написано в 1719 году, когда самому Руссо было лет 7, очень длинное. Оно такое, я вам сейчас зачитаю. «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки, близ устья реки Оренока, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами, написано им самим». Тут меня больше всего удивляет фраза «в полном одиночестве», потому что все-таки на 24-м году пребывания на острове он обрел пятницу. Но, видимо, пятница – это не совсем человек, который может скрасить одиночество цивилизованного Робинзона Крузо. Так вот, за неимением другого общества и, наверное, от скуки, Робинзон, как вы знаете, стал превращать дикаря в человека. Для этого он, во-первых, дал ему имя, стал учить своему языку и стал обращать его в свою веру. В этом и заключается колониальная политика любой страны. Эта практика продолжалась вплоть до XIX века, несмотря на все смягчения нравов все-таки. И какая история произошла однажды с благородным, просвещенным, весьма небедным и вообще очень талантливым, прекрасным человеком Робертом Фицроем, который в 23 года стал капитаном знаменитого в будущем корабля «Бигль». В 1828 году «Бигль» находился в акватории Огненной Земли, выполняя там задания британского правительства, составляя карту морей и побережий этого гиблого места. Место было действительно гиблое. К слову сказать, предыдущий капитан Бигля после нескольких лет пребывания там покончил с собой. И Фицрой его заменял. И однажды, когда моряки высадились на один из крохотных островов, заночевали там, они наутро обнаружили, что вельбота нет. Вельбот украли. И как они его не искали, не могли найти. В отчаянии они обмазали глиной большую корзину, в которой, вероятно, продовольствие с собой привезли. И кто-то из них в этой корзине кое-как добрался до Бигля, сообщил о случившемся, пришла подмога и стали обыскивать все близлежащие острова. Но тщетно, вельбота нигде не было, а он был нужен позарез. Поэтому было принято решение напасть на деревню и взять заложников, чтобы потом обменять их на вельбот. И англичане действительно напали на деревню ночью, случился переполох, и совершенно случайно одного мужчину застрелили.
И Фицрой, который об этом очень сожалел, тем не менее, внимание, приказал из тела его изготовить скелет для последующего изучения. Во время этого налета захватили нескольких женщин и детей в заложники. Их женщины той же ночью сбежали, остались одни дети. Детей взяли на борт, но почему-то огнеземельцы не спешили за них отдавать выкуп, поэтому через несколько дней пришлось детей отпустить. Но одна девочка 9 лет решила остаться. Ей на корабле очень понравилось. Звали ее, минуточку, Иокушлу. Это сложное имя не только мне сложно запомнить, но и англичанам, видимо, тоже было нелегко. Поэтому, как это всегда бывает, они дали ей имя Фуэгия Баскет. Да, Фуэгия Баскет. Фуэгия в честь огненной земли, а баскет — это корзина по-английски, как раз в память об этом событии, когда пришлось в корзине добираться до Бигля. Девчушка была очень веселая и способная, и моряки, уставшие от однообразного своего плавания, очень обрадовались, что появился такой новый свежий персонаж. Все стали ее обучать английскому, все стали с ней дружить. И Фицрой, видя такие ее успехи в английском, решил скелетом не ограничиться, а привести нескольких живых представителей огнеземельского племени на родину. И он придумал такую программу, что несколько человек будут какое-то время обучаться в Великобритании языку, закону Божьему и каким-то основам земледелия. Потом их привезут обратно, и они уже сами обучат своих соплеменников всяким цивильным вещам. И это будет способствовать тому, что в следующий свой приезд англичане обнаружат уже на побережье услужливых и вежливых людей, а не этих вот, значит, дикарей, которые воруют вельботы. Он написал об этом своему руководству, подождал ответа, и ответ был достаточно уклончивый. Ну, в общем, ему не запретили этого делать. Поэтому он стал набирать еще добровольцев, ну, относительно добровольцев, потому что одного из 3, например, парней его отец отпустил за перламутровую пуговицу. И поэтому фамилию ему дали Баттон, пуговица. Вот Джейми Баттон, Йорк Минстер и Боут Мемори. Из них, к сожалению, только 2 будут дальше существовать в нашей истории, потому что один из них скончался от оспы по пути в Англию. Причем была у них большая разница в возрасте. Йорк Минстер был уже взрослый человек, ему было 26 лет, а вот Джейми Баттон был 14-летний веселый мальчуган. И вот этих 3 ребят вместе с Фуэгией Фицрой забрал с собой. Путешествие длилось достаточно долго, и за это время все уже выучили более-менее английский язык разговорный, поэтому Фицрой по прибытии на родину уже смог сразу отдать их в приходскую школу. И там они продолжили изучать язык и закон Божий, их, естественно, покрестили всех, и потом их еще обучали каким-то приемам земледелия. Потом Фицрой должен был выполнить свое обещание отвезти их обратно, потому что, честно говоря, все огнеземельцы только на этом условии согласились поехать добровольно. Это было нелегко. В конце концов, экспедиция сильно расширилась. Было решено сделать ее кругосветной, включить в состав команды ученых, которые должны будут изучать флору и фауну всех встречаемых земель. Так на Бигле появился Чарльз наш Дарвин, который оставил воспоминания, в частности, и об огнеземельцах, и самые подробные о Фуэгии. Он характеризовал ее очень сообразительной девушкой, она к тому времени уже подросла. И вот, наконец, в 1831 году Бигль снова покинул родную гавань и отправился в плавание. Спустя год только он добрался до огненной земли. И вот спустя 3 года огнеземельцы возвращаются на родину. Видят родной берег, своих соплеменников, и вдруг парни начинают хохотать. Они такие постриженные, причесанные, в европейских костюмчиках, с чистыми ногтями, видят своих ближайших родственников и начинают смеяться, обзывать их обезьянами и, в общем, вести себя совершенно не по-родственному. Фуэгия и вовсе испугалась и спряталась на дно вельбота. Тем не менее, их высадили на берег, а вместе с ними и немалый скарб,
потому что с собой им прихожане церкви, при которой была их школа, насобирали массу полезных вещей, особенно таких полезных на огненной земле, как кофейные сервизы, льняные салфетки, вот это все. Но кроме того и более грубые вещи, как, например, лопаты, грабли и мотыги, металлические, саженцы, семена, все это им выгрузили, и англичане отправились в освояси. Если эксперимент оккультуривания дикарей можно считать довольно успешным, то вот эксперимент по внедрению их как агентов цивилизации в их родное племя окончился вполне предсказуемо. Очень быстро все эти полезные и красивые вещи были сломаны, разграблены, все пассивы вытоптаны, все вещи украдены, и уже через год англичане встретили Джейми Баттона, который похудел раза в 2, потерял всю одежду и ходил в одной единственной набедренной повязке, как и прежде. А Фуэги Баскет вышла замуж за Йорка, который был старше ее лет на 15, кажется. И от нее спустя годы тоже доносились какие-то вести от разных европейских путешественников, которые бывали на огненной земле. Из всего этого можно сделать вывод, что все огнеземельцы, которые так тщательно изучали английский язык и все прочее, просто растворились среди своих соплеменников и начали вести ту жизнь, которая единственная и была возможной в то время и в том месте. Любопытно отметить, кстати, что огненную землю тогда делили между собой Перу и Аргентина, и к Великобритании она не имела никакого отношения. Но поскольку Британия царица морей, ей, конечно, нужно было везде иметь своих агентов. Хочу обратить ваше внимание на обстоятельства общие для всех подобных историй, то есть для всех историй перемещения туземцев на тысячи километров в цивилизацию. Ну, как я уже говорила, имя, язык и религия обязательно заменяются на европейские. Еще вспомним о том, что тело убитого огнеземельца было по приказу Фицроя превращено в скелет для изучения, то есть в научный экспонат. Ни о каком праве на погребение речи не идет. И третье – это то, что ответственность за этих людей, за коренной народ, можно в любой момент взять на себя и также в любой момент сложить с себя, без всяких последствий для белого человека. Ну и, конечно, самое главное, что характеризует колониальную эту политику, это подчиняй и используй. Несмотря на бесславный конец этого эксперимента, имя Фуэги Баскет не затерялось в веках, и сейчас оно является названием аргентинского парфюмерного бренда, основанного в 2010 году потомком энтомолога Луиса Беделя, который вместе с Чарльзом Дарвином был в экспедиции на Бигле. То есть сама Фуэги не смогла принести пользы белому человеку, но ее имя, хоть и фальшивое, вполне можно использовать без ее ведома. А теперь мы на север перенесемся. На рубеже 19-20 веков активизировались арктические исследования. Мореходы вновь взялись за северо-западные и северо-восточные проходы. Все арктические острова и побережья наносились на карты и присваивались теми или иными странами. И началась международная гонка к южному и северному полюсам. Таким образом, крайний север и Арктика стали входить в массовую культуру, входить в моду. И мода эта, сразу скажем, продлится довольно долго, аж до начала Второй мировой войны. И люди очень хотели видеть дары этих далеких мест. Что там такого привлекательного, какие животные там водятся и какие люди там живут. Ведь Арктика обитаема, в отличие от Антарктики, как мы знаем. И вот поэтому практика перемещения коренного населения с их родины на тысячи километров, а в культурном отношении на тысячи лет, продолжилась и в отношении коренных народов Севера тоже. Ну, нивелируя дикость вообще всего происходящего, этих людей показывали как бы в целях образования. И на всемирных выставках в разных городах мира, эти выставки тогда вошли в большую моду и действительно оказали огромное влияние на культуру, показывали, например, африканские деревни или эскимосские поселения. И вот в 1896 году на Нижегородской ярмарке знаменитой вдруг возник павильон «Крайний север» впервые. Павильон этот проектировал Константин Коровин, известный наш художник, по заказу мецената Саввы Мамонтова. И вот что писал сам Коровин.
который, кстати, побывал в большом путешествии вокруг всей Скандинавии по русскому северу вместе с Серовым. И вот Коровин пишет: «Стараюсь сделать в павильоне то впечатление, то чувство, которое я испытал там, на севере. Вешаю необделанные меха белых медведей, ставлю грубые бочки с рыбой, кожу тюленей, шерстяные рубашки помор, морские канаты, якоря, снасти, крючки, челюсти кита, длинные шкуры чудовищ белух. Думаю, как бы передать этот особенный запах океана и скал. Из бочек вынимают мох, который я привез с собой, и кладут его под пол павильона. Самоед Василий, которого я тоже привез с собой, уже выпил. Он тоже старается, меняет воду в оцинкованном ящике, в котором сидит у нас милейший тюлень, привезенный с Ледовитого океана и прозванный Васькой. Самоед Василий кормит его живой плотвой. Тюлень Васька высунулся из квадратного чана с водой, темными глазами посмотрел на высокого блондина и, блеснув ластами, пропал в воде. «Это же черт знает что такое!» — крикнул, отскочив, высокий молодой человек, отряхая брызги, попавшие ему в лицо от всплеска тюленя. «Где это я видела этого молодого человека?» – подумал я. Василий, не обращая внимания на его присутствие, выпил рюмку, подмигнул и съел живую плотицу. Молодой человек в удивлении смотрел прямо ему в рот. И вдруг я вспомнил – это Шаляпин. Но что там Шаляпин? Все знаменитости и даже Николай II посещали этот павильон, а Николай II даже дал 100 рублей на чай Василию, не тюленю, другому, за поедание живой плотицы. И этот аттракцион приводил людей в восторг, некоторые дамы падали в обморок от избытка чувств. В общем, такой большой успех, такая удачная рекламная кампания помогли Саве Мамонтову получить дозволение на строительство Северной железной дороги, которая существует и по сей день. И станции этой Северной железной дороги проектировал не кто-нибудь, а знаменитый архитектор эпохи модерна Кекушев. И некоторые из них сохранились по сей день. Художники Коровин и Серов, которые на деньги Мамонтова совершили большое турне по русскому северу, вдохновились и создали целые серии картин, которые они с успехом продавали. А вот что получил самоед Василий, нам трудно сказать. Мы даже не знаем, отвезли ли его обратно на родину, он, кстати, был еще и с женой, заплатили ли ему за работу и вообще принято ли было платить экспонатам. К сожалению, судьба его неизвестна, и после ярмарки он как бы исчезает из поля нашего зрения. И так было очень долго. Колонизированные народы не имели собственного голоса, и все их истории были рассказаны белым человеком. Но в 20 веке ситуация изменилась, и случилось то, что называется «субалтерн заговорил». И теперь мы уже можем знать, какова была цена этого эксперимента. Я хочу вам рассказать 3 самые драматичные и очень непохожие одна на другую истории о 6 инуитах, вывезенных из Гренландии в США. Из них только 2 смогли вернуться на родину. О 2 чукчанках, девочках, которые учились в Норвегии, а потом были отправлены обратно на Чукотку, хотя им уже, по сути, некуда было возвращаться. И об одном немце, который поехал учиться в Москву, но обычай вынудил его вернуться на новую землю, где он стал большим начальником, но умер в изгнании. А все эти личные истории связаны с большой историей арктических исследований и с именами очень известных покорителей Арктики. Об этом я расскажу на моем канале, подписывайтесь, если не хотите их пропустить. До встречи! Приходите ко мне еще.